36. 15 градусов. Чтобы поразить Козерога на дистанции свыше 1000 метров, необходимо учесть огромное количество факторов. Гравитация постоянно тянет пулю к Земле. Зависимость снижения пули от дистанции вычисляется достаточно просто. Главное – исключительно точно замерить расстояние до цели. Козерог находится выше стрелка, и нужно обязательно делать поправку на угол места цели. Без нее пуля пройдет выше. На начальную скорость пули влияет температура пороха в момент детонации. Чем выше температура патрона, тем выше образуемое пороховыми газами давление, а следовательно и скорость пули. Сразу же после выстрела пулю начнет останавливать находящийся на ее пути воздух. С каждым следующим метром она будет терять заданную скорость. Необходимо учесть давление воздуха, его влажность и температуру. 1050. Нарез ствола придаст пуле вращение, и вследствие гироскопического эффекта она сразу начнет отклоняться от заданной траектории в сторону своего вращения. В данном случае вправо. Этот эффект в баллистике называется деривацией. Ее также необходимо просчитать и внести в маховики прицела. Скорость и направление дальнего ветра придется определять по колебаниям так называемых миражей. Теплый воздух, поднимаясь вверх, слегка искажает видимое пространство. В действительности цель находится ниже проекции, которую видит стрелок. Придется учесть еще множество деталей. Необходимо полностью исключить завал ствола. Малейшее отклонение влево или вправо сместит точку попадания. Значение будет иметь даже сила Кориолиса, которая возникает из-за того, что выстрел из одной точки в другую происходит на вращающейся сфере. Отклонение Кориолиса зависит от географической широты и азимута стрельбы. Наконец, Козерог выходит на открытое место и останавливается. Чуть не выругался. Я такого за 30 лет в своей работе не видел. В целом, сегодня мой счастливый день.